Всем привет! Меня зовут Слава, мы в Дубае, и вы на канале «Секреты жизни за границей». Сегодня мы едем на джип-сафари, а это значит, что в этом выпуске вы увидите. Если вам интересно и вы готовы, поехали! Наш обзор я буду проводить как человек, проработавший более 15 лет в туризме и большую часть времени из этого в отделе контроля качества. Во многих странах в перечень обязанностей данного отдела входит проверка всех предоставляемых услуг туристическим операторам. То есть все, с чем гость сталкивается на протяжении своего отдыха, это экскурсии, отели, рестораны, магазины, гиды, трансферы, маршруты. Все это координирует quality контроль. В Дубае мы просмотрели порядка 10 различных сафари с ценовой политикой от $20 и 800. И теперь, зная всю подноготную, буду делиться с вами опытом. Начнем с разновидностей сафари, которые бывают в Эмиратах, дабы ваши ожидания совпали с реальностью. Здесь не Танзания, и из животных, и если посчастливится, можно увидеть максимум верблюдов или ориксов. Местный стиль сафари – это дюн-башинг, то есть катание по дюнам пустыни, зачастую с элементами экстремального вождения. Время проведения сафари всего 2. Это либо рано утром, такие сафари в среднем длятся около 4 часов. Это эдакий упрощенный вариант сафари, и цена, соответственно, должна быть ниже. Этот вариант я вам рекомендую только в том случае, если вы ограничены по времени. И второй вариант, наиболее распространенный, это послеобеденный. Длительность такого сафари примерно 6-7 часов. Автомобили, на которых проходят сафари, в 95% это Toyota Land Cruiser. Эти машины специально укреплены и обладают хорошей выносливостью и проходимостью. Заполняемость автомобиля 6 человек. В карантинное время максимум 4 человека. Но имейте в виду, что дальний третий ряд не для высоких. Реже встречается Hammer. Если честно, нам не понравился. Он более жесткий и в него вмещают больше людей. Но этот вид сафари идет с претензией на люхере. Цена будет выше минимум долларов на 30 в зависимости от тура. По нашему опыту катают меньше по времени и не так экстремально. Мне не попадался достойный тур на Хаммер, но если вот прям была мечта или понты дороже денег, то, конечно, да. Еще один вид авто – это Range Rover. Предлагает эти авто единственная компания – это Heritage. Есть модели последнего года, как в Platinum, либо это ретро – автомобили 50-х годов. Здесь немного иной вид как сафари, так и предоставляемых услуг. И заплатить за это придется от $150 человека. Но, если честно, вот прям вообще не жалко было. Давайте посмотрим, как выглядит стандартный тур в ценовой политике $45-60. И на основе этого уже позже поговорим, почему же так много сафари и с чем связан такой зазор диапазона цен. Вместимость машины 6 человек, помимо водителя. В зависимости от того, каким ваш отель стоит в очереди, вы можете заезжать еще в другие отели. По дороге вам будут встречаться верблюжьи рынки, а также госпитали для верблюдов.
Первая остановка техническая для водителя, чтобы подготовить авто для поездки по песку, а для вас это начало знакомства с пустыней, с возможностью покататься на квадроциклах или на баги. Стоимость такой забавы от $100. Некоторые компании также предлагают санборды. Они могут быть как включены в стоимость, так и за отдельную плату. Песочек теплый, но не обжигает, поэтому рекомендуется надевать удобную одежду и обувь. В зимние месяцы в пустыне бывает прохладно, поэтому в декабре, в январе я рекомендую брать с собой на плечи какую-то накидочку. Дальше начинается то, ради чего, собственно, вся эта затея. Затем вас привозят в лагерь, который во многих путеводителях именуется как деревня бедуинов. Это искусственный городок в пустыне, которых здесь десятки. В лагере вам предлагается покататься на верблюде, сделать фото с соколом, нарисовать хной восточный орнамент, ужин и развлекательные шоу. Это балли-данс, танец живота, фаер-шоу и танура, это танец с юбкой. Если честно, ни один из этих шоу не относится к арабской культуре, но так завелось. Теперь самый важный вопрос. Чем же отличаются сафари за $15 от сафари за $250? Давайте разбираться. Первое, как я вам и говорила, это время выезда. Ранние выезды – это всегда дешевле, то есть вы получаете укороченную программу, вы получаете меньше услуг и платите, соответственно, меньше. Второй момент, и на мой взгляд самый важный, это перечень услуг, то есть что входит в экскурсию, за которую вы заплатили. Все должно быть прописано, весь пакет услуг. То есть то, что вам говорят на словах, если честно, это Филькина грамота, и в противном случае вы ничего не докажете. Прописывают компании тоже часто очень хитро. Например, вы едете на экскурсию на 2 дня, и там указано, что у вас включено питание. Так вот, предоставив вам чай с бутербродом за 2 дня, компания, получается, выполняет свои обязательства. А если ваш мозг нарисовал, что вас будут кормить завтраком, обедом, ужином, то это уже получается как ваши проблемы. Поэтому многие честные компании прописывают, например, обед, ужин, завтрак, обед. Так и должно быть. То есть, например, в сафари за $20 вас, если и покормят, то это будет шаверма на 4. Относительно недавно появился бюджетный вид сафари, когда вы самостоятельно добираетесь до локации пустыни. На практике это выглядит в виде приписочки «Transfer not include». Не думаю, что вы обрадуетесь такому варианту сафари. Либо еще часто пишут, что pick up from hotel, то есть вас забирают из отеля, но не написано на чем. Это может быть как сразу на джипе, либо на автобусе, например, вместительностью в 40 человек, и вы можете еще 2 часа ездить и собирать людей по отелям. Следующий аспект – это время катания на джипах по дюнам, то есть сам дюнбашинг. Идеально это около получаса. Есть компании, катающие и 7, и 10 минут.
Давайте на практике посмотрим, что же должно входить в стандартный пакет Jeep Safari и на какие аспекты нужно обратить внимание. Красные дюны. Есть такое понятие. Чем дальше от города, тем образно лучше пустыня. Утренняя сафари. Как я и говорила, это короткая программа, продолжительность всего 4 часа. Волшебная приписка в стоимости от, то есть это указана сумма на минимальный пакет. В первом пакете до пустыни вы добираетесь самостоятельно. Во втором пакете вы добираетесь до супермаркета самостоятельно, оттуда вас везут до пустыни на автобусе. В этом пакете вас уже забирают из отеля, но нигде не указано, что включено в пакет. В машине вас 8 человек и не указано, что включено. Это первая реклама, где указано, что вас катают полчаса на джипах. VIP-шность данного Хаммер-тура заключается в том, что еду на ужин вам приносят за отдельный стол. Примерно вот так выглядит стандартный пакет в районе $60. Здесь в сафари 5-звездочный ужин, в этом сафари ретро-автомобили. Здесь идет уже повышенный класс сафари. И, как я вам и говорила, что верхняя стоимость сафари уходит далеко в космос, поэтому как таковой ее нет. Итак, резюмируем. Цена тура зависит от составляющих экскурсий, от их продолжительности, от качества предоставляемых услуг, то есть это убитость автопарка, звездность ресторанов и, конечно, от сервиса, который, к сожалению, в Дубае не имеет прямой зависимости от стоимости. Я вам уже показала один Jeep Safari из среднего ценового сегмента за $60, и сейчас еще покажу еще один Jeep Safari за $170. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, ждите новые видео. Скажите, пожалуйста, на каких сафари вы были и где вам больше понравилось. И открывайте для себя мир эмоций и впечатлений. Пока-пока!